Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет! Добро пожаловать на мой канал. Вы на Мальфаровой свече, и с вами Каролина. И сейчас, как обычно, мы с вами погадаем, посмотрим, что будет, к чему готовиться. Давайте возьмем с вами какое-то очень скорое время, например, там, пару дней, да, 48 часов. Давайте посмотрим, что ждет, что случится. Также чистка у нас происходит прямо сейчас. Все запланировано именно так запрограммировано, поэтому будьте добры. Дорогие мои, не забывайте о функции спонсорства. Это очень действительно классно. Во-первых, там сумма небольшая, когда подключаетесь. За это получаете вы очень много ритуалов, которые доступны только для спонсоров. У меня прекрасно есть помощь для вас на приобретение свечей. А также вы практически, скажем так, оплачиваете ритуалы, да, потому что, знают все, да, что каждый ритуал, который проводится, он классно работает, если он оплачен хотя бы каким-то маленькой суммой. Вот, поэтому приглашаю, дорогие мои, и благодарю моих всех спонсоров и донаторов, которые поддерживают меня все эти годы. И мы начинаем. Так, мы начинаем. Ближайшее время, ближайшие 48 часов, что может произойти, на что обратить внимание. Придут хорошие новости, но это новости, знаете, как говорят, сорока на хвосте принесла. То есть это что-то будет из уст в уста. Не новость написанная, не звонок, не смс, а именно вам кто-то что-то скажет, что вас будет радовать, удивлять, в хорошем ключе что-то вот будете узнавать. Затем будете, может быть, например, проверять это как-то, либо как бы жизнь сама даст вам подтверждение этой информации. Так, хорошие новости вот таким способом к вам придут. Так, одна женщина другую, что называется, допекла. Такое ощущение, что это могут быть, например, невестка и свекровь. Когда кто-то терпит, а потом не выдерживает и понеслось. То есть я вижу какой-то, можно сказать, скандал или выяснение отношений, да, между двумя женщинами. И как вы думаете, кто будет рефери? Да, это будет мужчина. Скорее всего, для одной это муж, а для другой сын. И он будет вот, скажем так, разбираться с этими женщинами, наводить порядок, наводить мосты какие-то, чтобы произошло примирение. Такой момент идет. Знаете, я не думаю, что это удивление для кого-то, у кого такие напряженные отношения, либо реально вот доставучая кто-то, да, у кого-то невестка, у кого-то свекровь. Просто это однажды как бы выльется, вот и все. Так, какой-то человек удивит вас, очень вас удивит своим поступком по отношению к вам. А может быть, в принципе, поступком каким-то очень таким светлым, очень достойным уважения, приятным, да. Вот, я вижу, что вы будете восхищены. Сразу просто этому мужчине добавится там 1000 баллов плюс, да, какой он замечательный, вот. Кстати, мужчины меня смотрят тоже, да, вы смотрите как на себя, поэтому это значит какие-то, вот, можете ожидать таких каких-то событий в связи с какой-то женщиной. Кто-то на бегу заканчивает свои дела, прям вот уже надо выходить, а надо и то еще успеть, и то, знаете, куда-то вы очень спешите. Вы успеете, я смотрю, но есть какой-то такой стресс, человек в стрессе, да, успею или нет, и что-то надо закончить. Это может быть и с работой связано, может быть проверка у вас, да, допустим, там налоговая, вы нервничаете, или куда-то, я не знаю, на поезд, может быть, опаздываете. Это в спешке, но вы что-то успеете, вы что-то доделаете. Так, гости идут, гости нагрянут, да? Будете продумывать логистику, например, куда их повезти, что им показать, в конце концов, где их уложить, если они будут у вас ночевать, а не где-то в гостинице, да? Вот, это дорогие гости для вас. Я вижу, что вы тут еще будете очень озабочены своим внешним видом, чтобы у вас все было и чисто, и красиво, чтобы вы хорошо выглядели. Дорогие гости идут. Может быть, это ваш мужчина приедет к вам, да? Вот. Может быть, родные люди, которых вы давно не видели. Может быть, коллеги. Вот такой момент. Придется отстаивать свою точку зрения в каком-то деле. Вы знаете, вы уверены в этом вопросе,
в себе уверены, в своих словах, в своем мнении. Будете отстаивать, будете как доказывать. Ваша будет задача на свою сторону кого-то склонить, как бы что-то вот утверждающее будете вы доказывать. Вы знаете, я вижу, что человек к вам прислушается. Для вас это будет важно, потому что как будто много энергии уходит. Но у вас есть цель, да, что-то кому-то доказать. Так, и вижу, новое знакомство идет. Человек. Так, ну у него какое-то прошлое такое не очень легкое. Человек хороший. У него очень несчастливый брак за спиной. Женщина, которая либо его не ценила, либо просто любила только себя, эгоисткой была, либо сосредоточена на работе только, да. Вот человек недолюбленный, недоласканный, ни словом, ни делом, как говорится, да. Ему именно это нужно. Вы знаете, вот, а у вас как будто, вот кто смотрит меня, да, у кого сложится эта пара, наоборот, у вас настолько накопилось этой нежности, этой ласки, которую вот как будто бы был период, когда некому отдать, да, и вот вы встретитесь буквально вот два идеально подходящих друг другу человека, и вы дадите друг другу все, что вам хотелось бы, и получите друг от друга. Это все будет очень взаимно. Потому что этот мужчина, он любит заботиться. Это ему доставляет удовольствие делать хорошо для человека дорогого, да. Вот, поэтому вот такой идет у нас здесь, вот такая пара образуется. Смотрите, вы, можете быть уже знакомы, но, допустим, пока еще не глубоко, так скажем. Вот, поэтому это все будет открываться еще. А может быть, для кого-то и новый человек вполне. Так, и работа у него, вы знаете, вот он гуманитарий. Он в какой-то сфере работает. Но это точно что-то вот не жесткое, знаете, ну не с металлом. Или с людьми, либо с людьми он работает, либо что-то такое вот с помощью людям связано, да? То, что приносит пользу людям, вот так бы я сказала. Так, успешный, нормальный, хорошо зарабатывает, хороший мужчина. Симпатичный. Короткая стрижка, высокий, фигура хорошая, возраст средний. Я не вижу, чтобы был очень молодой, я не вижу, чтобы был очень в годах. Возраст средний. Так, дальше. Ключик какой-то. Кто-то либо найдет ключик, либо, знаете, ключ еще очень часто обозначает момент, когда человек реально держит ключ в руках. Ключ от нового дома, от новой квартиры, да, от нового автомобиля. Вот, держите в руках этот ключик, очень это вас радует. Держите крепко. Кто-то, может быть, долго шел к этой цели, к этой мечте, и вот, наконец-то, она сбудется, да. Так, у нас еще ключик часто, это ключ от сердца, может показывать, когда вам очень нравится какой-то человек, вы общаетесь, допустим, дружеские у вас отношения, да, очень хочется, чтобы человек этот выделил вас, влюбился, полюбил вас, да. Если ключик от его сердца в ваших руках, значит, так все и будет, как вам этого хотелось бы. Так, вот вижу, кто-то будет в храм собираться. Смотрите, ну, людей очень много меня смотрит, да, у всех разная вера. Я просто о других не знаю, да, как это называется. И чтобы не сказать неправильно, поэтому я буду говорить храм, да. Вот, у кого-то это иначе называется. Будет человек идти с какими-то и дарами, и благодарностью, и с какими-то просьбами. Вот нужно человеку что-то как вымолить, да, выпросить, уговорить, донести до небес, достучаться. Вот такой момент вижу. Ой, вы знаете, насколько вы действительно делаете это вовремя. Такое впечатление, что вот этот ваш, в этот раз это будет, ну, особенно важно, да. Может быть, это будет привязано к какому-то празднику. Может быть, просто вы, да, вот вы созрели к чему-то. Бывает, люди дают обеты, например. Вот, но тогда их нужно выполнить, вы же знаете, да, если вы даете обет.
Вот, очень будет результативно. Кто-то чистится, смотрите, сколько выливается негатива. Кто-то чистится прямо сейчас, в этот момент. И мы вот он уходит. Вот у нас негатив собрался. Вот. Да я все запакую и выброшу. Чистить можете как себя, так и родных, и близких, и любимых людей. Вы знаете это, да? Так, вижу кошечку. Кошечка у нас это, ну, как реально кошечка, да, может, кто-то купит или подарит, или найдет, где-то принесет домой, будет заботиться о ней. Вот, но кошечка у нас еще показывает, когда кто-то использует свои женские чары для того, чтобы чего-то добиться, да, вот. Ну, в любом случае, кем бы ни была у нас эта кошечка, она добьется своего, вот. Если кто-то из женщин, да, умеет так хорошо пользоваться своими флюидами, чарами, да, ласковыми прикосновениями, взглядами, словами, да, то здесь вот эта кошечка очень многого добьется. Ну, а обычную кошечку и просто и так будут, конечно, любить. Для тех, у кого это прорисовано, просто реальная кошка. Так. Какой-то человек добивается своей упорностью. Вы знаете, как будто человек приходит, что-то просит, да, дайте мне. А его вот как мячик отфутболивают. Что-то говорят, нет, и отправляют. А он снова. Человек, который вы добьется своего упорством. Вот так вот. Потому что с той стороны, да, те люди, от которых что-то зависит, они как будут сломлены. Скажут, слушайте, ну ему настолько это нужно, да, приходит, ну ладно уже, дадим. Вот, что вы добиваетесь, да, какого-то, может, правосудия, правоты своей, кто-то в судах, кто-то ходит, может быть, вы какие-то документы хотите получить, да, ну и так дальше, вариаций много. Смотрите, выходит человек, который как-то добровольно себя, ну, скорее всего, добровольно ушел в отшельники, да, не хочу никого видеть, не хочу никого слышать, вот буду переживать свои какие-то переживания, и все, отвернулся от всех, да, людей. А на самом деле плохо-то одному человеку, плоховато. Вот этот человек будет приходить к людям, снова возвращаться. Может быть, это ваш родной человек, да, с которым вы не знаете уже, что делать, да, почему он не идет на контакт, он придет. Вот. У кого-то это могут быть и дети, подростки, да, которые вот живут, выбирают какой-то свой мир, не делятся своими делами, проблемами, да, как будто отдаляются. Вот этот человек снова приходит, возвращается, приближается. Вот такой момент идет. Так, идут какие-то большие деньги, которые человек почему-то боится взять. Интересно. Так, ну, не волнуйтесь, это не такие, почему боится, да, что это чужие, допустим, деньги. Нет, просто человек, может, не привык, допустим, так много зарабатывать. Или кажется ему, что сейчас дают, потом скажут верни, да, ну вот какой-то такой. А может быть, например, мужчина дает женщине, говорит, вот, купи себе что-то, а женщина никогда в жизни не получала денежки, да, от мужчины, и она в ужасе, как это, да, что так вообще возможно, да, вот, ничего не бойтесь, хочу вам сказать. Вот вам идут эти денежки в руки, вот и возьмите их, ничего не бойтесь. Нету тут никаких подвохов, подводных течений, ничего такого для вас негатива никакого нет. Идут ваши ручки, возьмите, пожалуйста. Вот. Так, идет шанс. Этот шанс, смотрите, он связан с каким-то прорывом в жизни. Шанс, который человек... Вы либо ожидали, либо долго думали об этом. Искали, может быть, такие шансы. Вот он идет вам, этот шанс в руки. Вы знаете, надо тоже взять, вот смотрю. Потому что кто проморгает, он пойдет дальше. И нужно будет ждать следующий какой-то шанс. А это тоже на это время уходит, понимаете? Вот. Так, документы. Вот кто-то идет и кричит прямо, вот, я получил, у меня есть. Что-то ожидаете, какие-то документы важные для вас, и очень скоро получите. Будете радоваться, делиться, кому-то об этом кричать, извещать кого-то, да, о своей радости. Такой момент. Так, документы, которые что-то для вас тоже открывают. Знаете, такое впечатление, что золотая прям печать или подпись. Тоже не факт, что она правда, да, там золотом подписана, естественно. Но для вас
имеет очень большую ценность. И это то, что я вижу важное для вас сегодня и сейчас. Мои хорошие, мои любимые, мои прекрасные зрители. Так вот мы с вами посмотрели. И с этой стороны, ну, не знаю, стоит ли переворачивать. Смотрите, все черное, что мы собрали, это я все утилизирую, да. Это вот порчи, это сглазы, это шепотки, это, может быть, кто-то в какую-то воду плохую вступил и так дальше. Все, что негатив насобирался, да, мы это все аккумулировали, запаяли в воск, и я это все выброшу. Вот. Всем добра, всем любви, всем гармонии и мирного неба, конечно.